Приветствую вас, дорогие слушатели, подписчики, друзья и просто гости на моем канале «Ожившие книги». Желаю вам приятного прослушивания. Мы продолжаем дальше читать с вами историю о Джесси. Глава 4. Январь 1875 год. «Что ты делаешь?» – спросил Сет, увидев Джесси с метелкой для пыли в руках. «Просто немного прибираю». «Ты убирала вчера, и потом опять все утро. Ты же собиралась отдохнуть сегодня». «Но я чувствую себя хорошо». Сет облокотился о прилавок, наблюдая за женой. Джесси уже 2 дня как перехаживала срок, но при этом она как никогда была энергичной и активной. Сет не знал, что живот мог вырасти таким большим. И Джеб был прав. В целом, время пролетело быстро, но теперь, когда подошел назначенный срок, оно ползло невыносимо медленно. «Ой!» – произнесла Джесси, немного согнувшись, будто от легкой боли. «Что случилось?» «Ничего, мне просто показалось, что у меня что-то кольнуло». Сет подошел к ней и забрал из ее рук метелку. «Все, достаточно», – сказал он твердо. «Но я почти закончила», – возразила она. «Это подождет», – сказал он. «И что мне теперь делать?» «Иди наверх и полежи, почитай книжку или вздремни». «Но я не устала». Сет посмотрел на ее решительное лицо и решил, что спорить с ней бесполезно. Он снова протянул ей метелку, а сам взял в руки большую метлу и вышел на улицу, чтобы подмести площадку перед входом в магазин. Джесси проводила его взглядом, зная, о чем он думает. Ему для этого ничего не нужно было говорить. Сет пожаловался ей еще много месяцев назад, что она не соглашается ни с одним его словом. И она стала спорить даже с этим утверждением. Только сейчас она в первый раз поняла, что это была правда, которую она все это время не замечала, и снова вспомнила о том, как сильно она была похожа на своего отца. Ее мать постоянно обвиняла его в том же самом. Джесси закончила вытирать пыль и после этого все же поднялась наверх, как ей посоветовал Сет. Она совершенно не чувствовала усталости, и у нее не было никакого желания читать. Вместо этого она приготовила очень вкусный обед. Разговор, начатый внизу, не был продолжен, и это вполне устраивало Сета. Ему бы хотелось, чтобы они не ссорились так часто, как это теперь бывало. Он радовался даже самому краткосрочному перемирию. Он устал от конфликтов и быстрой смены настроения у жены с тех пор, как она забеременела, и просто хотел, чтобы ребенок поскорее родился. Но прошло еще целых 3 дня, прежде чем его желание исполнилось, и миссис Сет Рединг показала своему мужу новорожденную дочь. Они называли ее Ханной. Сентябрь 1875 год. «Почему ты не спишь?» – спрашивал Сет у малышки, лежавшей в колыбели. Ханна, которой теперь было уже 8 месяцев, блаженно улыбнулась ему в ответ. Сет взял ее на руки и прижал к себе, и его сердце было переполнено нежностью. Джесси все еще отдыхала в другой спальне, поэтому он, походив с Ханной по гостиной, удобно устроился на диване. Это утро не было свободным от дел. Через час нужно было открывать магазин. Но сейчас ему хотелось побыть со своей дочерью. «Ты хорошо поспала?» – шептал он ей с улыбкой, в то время как малышка продолжала блаженно улыбаться ему. «Я вижу, что так и есть. Ты хорошая девочка и спишь всю ночь до утра». Сказав эти слова, Сет подумал, что он мог и ошибаться. Возможно, Джесси вставала к ребенку, пока Сет спал и ничего не слышал. Однако улыбки и смех дочери говорили Сету, что он сказал то, что надо. И за этим занятием их застала Джесси. «Доброе утро!»
сказала Джесси от дверей все еще хриплым после сна голосом. «Доброе утро!» – отозвался Сет, улыбаясь, глядя на ее растрепанные волосы и еще сонное лицо. «Смотри, Ханна, кто пришел! Это мама проснулась!» Джесси устроилась рядом с Сетом, и он наклонился, чтобы поцеловать ее. Она давно проснулась? Когда я встала, она уже не спала. И когда это было? Сет посмотрел на часы на стене и понял, что с тех пор прошло уже 30 минут, а он еще должен был побриться и переодеться перед открытием магазина. «У тебя найдется время приготовить мне яйца на завтрак?» – спросил он, протягивая ей ребенка. «Конечно!» – сказала Джесси, и с присущей ей ловкостью и быстротой она приготовила Сету завтрак, одновременно продолжая держать на руках Ханну. Сет спустился вниз вовремя, и первый покупатель пришел всего через несколько минут после того, как он открыл парадную дверь магазина. Через некоторое время к Сету присоединились Джесси с Ханной, но они пробыли в магазине не более часа. Ханна ползала, поэтому Джесси могла на складе поработать над бухгалтерскими книгами. Сет еще раньше отгородил для Ханны уголок для игр, и малышка с удовольствием играла, пока видела перед собой мать. «Что это за запись здесь?» – спросила Джесси у Сета, когда он через некоторое время зашел на склад в поисках большей упаковки с желтым сахарным песком. «Давай посмотрим». Сет наклонился над книгой и посмотрел, куда указывала Джесси. «Это заказ от компании Браун». «Но его здесь не должно быть». У Сета был покупатель. В противном случае он стал бы спорить с женой. Он был уверен в том, что заполнял бухгалтерские книги в точности так, как она просила. И вот теперь она опять чем-то недовольна. Он отвернулся от стола, взял пачку сахара и вышел. Джесси восприняла его молчание как знак согласия и вернулась к работе. Но это продолжалось только до тех пор, пока Ханна не начала шуметь. Джесси посмотрела на девочку и заметила, что Сет едва взглянул на их дочь. Это было странно. Она уже собралась найти его и сказать все, что она об этом думала. Но тут в дверь вошел Джеб и позвал ее. «Я тут!» – отозвалась Джесси. «Что случилось?» – спросила она, когда кузен подошел поближе. «Пэтинс хотела бы повидаться с малышкой», – сказал Джеб, направляясь к игровому углу и наклоняясь, чтобы поговорить с ребенком. «К вечеру мы очень устаем, Джеб». «Приходите к нам на ужин», – пригласил Джеб. «Мы накормим вас, и ты сможешь отдохнуть с поднятыми ногами». Джесси услышала в его голосе мольбу и сдалась. «Ну хорошо, хоть я и начала уже готовить нам на ужин гуляш, но мы придем, как только закончим работать». Джеб держал Ханну на руках, прижимая ее к себе и целуя. Он не ответил Джесси, но по его глазам она поняла, что он был доволен. «Я должна была предупредить Джеба», – сказала Джесси в тот же вечер, когда трое Редингов сидели в гостях у Дорнов. «По вечерам малышка много плачет». «В самом деле?» – спросила Пэтинс, безрезультатно пытаясь успокоить Ханну, качая ее на руках. «Не понимаю, за чего бы это могло быть?» «Мы тоже не знаем», – заметил Сет сухо. «Но, по правде говоря, из-за этого вечера тянутся очень долго». Джесси уловила его недовольный тон и бросила на него быстрый взгляд. Но Сет тоже посмотрел на нее в ответ. Это был еще один предмет семейных раздоров. Джесси казалось, что она может уложить Ханну быстрее, чем Сет, но при этом она злилась на него, когда ему хотелось куда-нибудь уйти из дома подальше от плача. Нельзя сказать, что он винил жену в том, что она не хочет оставаться одна. Но Ханна становилась беспокойной каждый вечер, и ничто, кроме сна, не могло успокоить ее. К счастью, она почти не просыпалась ночью, но вечером она засыпала только тогда,
когда ее родители были уже совершенно вымотанными и начинали огрызаться друг на друга. В начале визита к Дорнам Джеб и Сет обсуждали то, что пастор Инглиш собирается покинуть Токен-Крик. Его здоровье становилось совсем плохим. И то, что теперь в церкви будет новый пастор, молодой человек по имени Райлан Джарвик. Сет казался искренне заинтересованным, и Джебу хотелось подольше задержаться на этой теме. Но при этом он не мог проигнорировать тот обмен недобрыми взглядами между молодыми супругами, свидетелем которого он стал. «И как вы совсем справляетесь?» – спросил Джеб, когда Пэттинс вышла, продолжая качать Ханну на руках. «Мы в порядке», – ответила Джесси, игнорируя пристальный взгляд Сета. «А вы что думаете по этому поводу, Сет?» – спросил Джеб у молодого человека, рискуя вызвать гнев Джесси. «Я думаю, что нам бы уже хотелось, чтобы Ханна поскорее переросла свой плач по вечерам. Трудно жить, не знаю, сколько это может продлиться». Джесси услышала его усталый ответ и поняла, что и сама могла бы сказать то же самое. Джеб задавал вопросы только потому, что беспокоился о них, и она поняла, что слишком поспешила, сказав, что у них все было в порядке. «Я устала», – наконец призналась Джесси. «Я люблю свою дочь, но она совершенно изматывает меня». «Я говорил тебе, что я сам могу позаботиться о магазине», – вставил Сет со страданием в голосе. «Тебе нужно спать днем, когда спит Ханна». «А что ты делаешь, когда Ханна спит?» – спросил Джеб. «Стараюсь успеть сделать как можно больше по дому или помогаю в магазине». Теперь Джеб посмотрел на Сета, и молодой человек сказал: «Я все делаю не совсем так, как ей нравится». «А бизнес пошел хуже с тех пор, как Сет стал брать на себя больше ответственности?» – решился спросить Джеб. Джесси отрицательно покачала головой, не глядя ни на кого из мужчин. Дела в магазине шли отлично. Им поступала масса заказов, и они получали приличную прибыль. Но все делалось не совсем так, как ей бы хотелось, и это ее злило. Но прежде чем она успела что-то сказать, вернулась Пэттинс со спящей Ханной на руках. Женщина улыбнулась присутствующим, и они негромко засмеялись к ее удовольствию. «Теперь», – прошептала она, садясь в кресло-качалку, – «мы можем спокойно пообщаться». Все четверо были вынуждены сдерживаться, чтобы не засмеяться громче. Мысль о спокойном общении шепотом была невероятно забавной для каждого из них, но именно этим им и пришлось заниматься в этот вечер. Май 1876 год. Сет потянулся, чтобы обнять Джесси, как только они легли в постель, но, почувствовав, как напряжена ее спина, тут же отдернул руку. Уже много месяцев подряд они только и делали, что ссорились, и несмотря на то, что последние несколько дней прошли более или менее гладко, Джесси даже позволила себя обнять несколько ночей назад. Его жена явно обижалась на него за что-то. Весь вечер Ханна вела себя очень беспокойно, хотя в последнее время подобное поведение у нее бывало все реже. И как бы сильно Сет не пытался помочь жене, все, что бы он ни делал, было не так. Сет перевернулся на спину и уставился в темный потолок. Он не мог понять, что так изменило эту женщину, на которой он не так давно женился. Тогда рядом с Джесси он ощутил надежность и постоянство, которых не знал никогда раньше. Любовь, доверие и заботу. Но теперь этого больше не было. Большую часть времени его жена смотрела на него с недовольством. Единственным лучом света была Ханна. Только теперь она требовала к себе еще больше внимания, чем раньше, поскольку она уже умела ходить и пыталась стаскивать всевозможные товары с полок в магазине. Но он любил свою дочь так сильно,
что даже удивлялся тому, что оказался способен на подобные чувства. Джесси лежала, отвернувшись от мужа, и молча смотрела на темную стену спальни, думая о том, почему жизнь, о которой она так мечтала, оказалась столь тяжелой. У нее была чудесная 16-месячная дочь, ее бизнес процветал, и она была замужем за любимым мужчиной. Но все было как-то не так. Супруги по-прежнему большую часть времени чувствовали себя усталыми и часто бывали резки по отношению друг к другу. С каждой проходящей неделей Сет становился все более молчаливым и замкнутым. И когда супруги оказывались наедине друг с другом, они почти не разговаривали. Уставшая Джесси заснула, так и не найдя ответы на свои вопросы. Она так и не смогла найти лекарства от душевной боли. Сет, который испытывал не меньшую боль и растерянность, услышал, как дыхание жены стало ровным. Он все еще лежал без сна и спрашивал себя о том, что ему делать со своей жизнью и своим браком. «Что это такое?» Накинулась Джесси на Сета в 4-й раз после того, как 2 часами ранее они открыли магазин. «А на что это, по-твоему, похоже?» – огрызнулся Сет, чувствуя, что у него лопается терпение. «По-моему, это ужасный беспорядок!» «Ну, если ты не видела...» – зло ответил Сет. «Я вообще-то обслуживал здесь 3 покупателей одновременно. У меня не было времени наводить порядок на прилавке». «Ты никогда ни в чем не виноват, да, Сет?» – сказала Джесси, передвигая предметы резкими, почти яростными движениями. «Это с твоей точки зрения, да, Джесси?» – спросил Сет с сарказмом. «Если тебя послушать, то все, что в твоей жизни пошло не так, это моя вина». Но прежде чем Джесси успела бросить ответную реплику, со склада послышался пронзительный крик Ханны. «Вот видишь, что ты наделал!» Огрызнулась Джесси через прилавок и побежала к ребенку. Сет посмотрел ей вслед. Он не мог вспомнить, когда еще он был так зол. Он чувствовал, как в висках пульсирует кровь, и подумал, что если он не выйдет сейчас из этого магазина на какое-то время, то рискует лишиться рассудка. Он рассеянно провел рукой по волосам, но тут его взгляд упал на письмо. Оно пришло вчера и было адресовано ему. Он не часто получал письма. Однако что-то, он и сам не знал, что именно, заставило его переложить письмо на более высокую полку, даже не прочитав его и ничего не сказав о нем Джесси. На конверте был почтовый штемпель Техаса. Март 1884 год. Почти 8 лет спустя. Шериф Нейт Каддерли медленно шел по направлению к дому пастора Райлан Джарвика. Ветер немного утих. Шериф был тепло одет, воротник пальто был поднят до самых ушей, а шапка надвинута на глаза. Но, несмотря на все это, он все-таки успел довольно сильно продрогнуть к тому времени, как постучал в парадную дверь дома. К счастью, Бри отворила почти сразу же и пригласила его войти в теплую гостиную. «Вы замерзли?» – спросила она, видя, что кроме шапки шериф ничего не снял и не собирается отдавать ей свое пальто. «Немного. Солнце обманчиво. Из окна кажется, что на улице теплее, чем на самом деле». «Садитесь поближе к огню, Нейт. Я позову Райлана». «Благодарю вас. А где ваш малыш?» – поинтересовался Нейт, имея в виду Дэнни, сына Райлана и Бри. «Он спит, но, возможно, проснется еще до вашего ухода». Райлан не заставил себя долго ждать. Всего несколько недель тому назад он уже был бы готов немедленно отправиться вместе с Нейтом на место очередного происшествия в городе. Но многое изменилось после того, как Нейт был ранен во время исполнения служебных обязанностей. Поэтому Райлан понимал, что сегодняшний визит Нейта не мог быть вызван каким-то экстренным происшествием.
«Добрый вечер, Нейт!» – поздоровался Райлан, входя в гостиную. «Добрый вечер, Райлан!» – отозвался Нейт в ответ, и мужчины обменялись рукопожатием. «Вы уверены, что вам можно выходить на улицу?» – спросил Райлан. «Я бы и сам мог прийти к вам». «Мне нужно было пройтись», – сказал Нейт тихо, наконец снимая пальто и откладывая его в сторону. На мгновение Райлану показалось, что шериф выглядит старше своих 40 лет, и мысли пастора перенеслись на 2 месяца назад, к тому дню, после которого жизнь шерифа Токен-Крик сильно изменилась. «Как он себя чувствует?» – спросил Райлан у доктора Эрца. Ему хотелось сейчас же пойти в спальню, но он заставил себя выслушать ответ. «Неважно. У него большая кровопотеря, и я не знаю, выживет ли он». Райлан зашел в спальню шерифа. Он увидел своего друга неподвижно лежащим на постели. Пастор стоял, глядя на белое лицо Нейта, которое казалось даже бледнее его белых подушек, освещенных приглушенным светом, проникавшим в спальню из 2 окон. Райлан позвал Нейта, но мужчина никак не отреагировал на его голос. Райлан почувствовал, как его сердце сжалось. Не теряя времени, он встал на колени. Положив руки на матрац и склонив голову, Райлан начал молиться. «Он не готов, Господи! Он еще не готов встретиться с Тобой. Он еще не смирил свою гордыню пред Тобой и не увидел Тебя как Бога, которым Ты являешься, Бога, который жаждет спасти его и быть его Господом. Пожалуйста, Отче, продли ему жизнь. Пожалуйста, пощади его, Господи. Твоя воля превыше всего, Отче, и если есть на то Твоя воля, пожалуйста, оставь его здесь, чтобы он нашел Тебя и стал служить Тебе». Больше часа Райлан не двигался и только молился, предавая Нейта Богу и прославляя Бога за то, что его воля будет исполнена. Райлан просил Бога помочь ему помнить о том, что он всем управляет, и желать исполнения его воли, чтобы Бог мог быть прославлен даже через это несчастье. «Райлан?» – вдруг произнес Нейт. И пастор тут же вскочил на ноги. «Я здесь, Нейт!» – сказал Райлан, видя, что глаза Нейта все еще закрыты, и удивляясь, откуда тот знал о его присутствии. «Пить!» – с трудом проговорил Нейт, и Райлан влил несколько капель воды ему в рот. После этого Нейт попытался сказать что-то еще, но у него не хватило сил. Обессиленный он заснул. Он проспал несколько часов, и когда опять проснулся, Райлан по-прежнему находился рядом с ним. На этот раз глаза шерифа были открыты, и он пристально смотрел на стоявшего рядом с его кроватью великана. «Эрц был здесь?» «Да, он говорит, что рана глубокая, вы потеряли много крови». Нейт увидел слезы в глазах Райлана и попытался поднять руку. «Это ничего, Райлан. 2 смертям не бывать, а одной не миновать». «Нет, это не ничего, Нейт», – произнес Райлан с тихим смирением. «Вы не готовы умереть. Вы много раз слышали, как я говорил о Сыне Божьем со многими жителями города, но вы никогда не проявляли ни малейшего интереса. Я знаю, чего ждет от вас Бог, Нейт, и вы не готовы встретиться с Ним лицом к лицу. Но откуда мне знать, что он существует? Я могу ответить вам на этот вопрос, Нейт, но позвольте мне сначала задать один вопрос вам. Готовы ли вы рискнуть? Хотите ли вы покинуть этот мир, так и не узнав об этом?» Этот вопрос заставил Нейта впервые в жизни задуматься. В том положении, в котором он находился сейчас, он не мог долгое время бодрствовать, но каждый раз, когда просыпался, Райлан был рядом. И так с перерывами мужчины много говорили друг с другом. Заглянул и снова ушел доктор Эрц. Приходили заместители Нейта проведать своего начальника, а Райлан оставался, решив не уходить до тех пор, пока Нейт сам не прогонит его. Но шериф не делал этого.
С наступлением темноты Нейт, которому казалось, что он и вправду вот-вот покинет этот мир, слушал, как Райлан читал ему Евангелие от Иоанна. Эти слова были знакомы ему, поскольку Нейт слышал их из уст Райлана много раз раньше. Он слушал внимательно и через какое-то время действительно уверовал в спасительную кровь Иисуса Христа. Наконец Райлан ушел, почти уверенный в том, что утром уже не застанет своего друга в живых. Но шериф продержался всю ночь. Он был слаб, и уверенности в том, что он выживет, по-прежнему не было. Но на данный момент он все-таки был еще жив. И это было только начало. Нейт медленно поднимался на ноги, и каждый раз, когда они с Райланом беседовали, было очевидно, что вера Нейта была настоящей. Это стало началом новой жизни для шерифа Токен-Крик. «Я прочитал стихи, которые вы мне посоветовали, из Деяний апостолов 13 и послание к римлянам 3 и 7», сказал Нейт, заходя с Райланом в гостиную. «Они звучат вполне логично. Я не замечал этого раньше, но теперь они стали мне понятны». «А что изменилось в вашем восприятии?» «Я и сам не знаю, просто все это очень ново для меня. Я хочу сказать, что мне трудно охватить умом истину о том, что Христос умер за грехи, которые еще только будут совершены. Нам свойственно, впуская Бога в наш мир, ограничивать его. Мы не видим дальше своего носа и обо всем судим по себе». «Но у меня все же есть один вопрос», – сказал Нейт, и Райлан потянулся за Библией. «Где записаны те стихи, которые вы цитировали, когда объясняли мне это?» «В послании к евреям 7», – ответил Райлан, и Нейт тоже открыл свою Библию. Райлан снова разъяснил Нейту различие между жизнью по закону из Ветхого Завета, когда для искупления грехов требовалось совершать бесконечные жертвоприношения, и жизнью в благодати. Эта жизнь стала возможна после смерти Христа на кресте, которой Он искупил все грехи на все времена. Мужчины на целый час углубились в изучение этих отрывков из Писания, и только после этого разговор перешел на тему работы Нейта. Городской совет даже не сомневался в том, чтобы сохранить за Нейтом должность шерифа, но Нейт не ожидал, что выздоровление займет так много времени. Ему рассказывали о том, как много крови он потерял, но он не сознавал этого до тех пор, пока сам не почувствовал, насколько он ослабел. Он не боялся потерять работу, но в данный момент ему приходилось считаться со своим состоянием. «Вы довольны работой Тома?» – спросил Райлан, имея в виду Тома Коллера, который был самым надежным заместителем Нейта. «Да, и он говорит мне, что и у Бриса Стентера дела идут хорошо». «Это приятно слышать. Вы планируете в ближайшее время принять на работу еще одного человека?» «Да, как только я буду в состоянии проводить собеседование. Население Токен-Крик быстро растет. И хотя городскому совету потребовалось некоторое время, чтобы принять это решение, все проголосовали единодушно». «Я вам не помешала?» – спросила Бри, входя в комнату. На руках у нее был Дэнни. «Нет», – ответил Райлан. «Привет, Дэнни, ты хорошо поспал?» Все еще сонный малыш потянулся к своему отцу, и Райлан прижал его к себе. Ребенку был 1 год и 2 месяца. «Смотри, кто к нам пришел!» – сказал Райлан, поворачивая Дэнни так, чтобы мальчуган мог видеть Нейта. Шериф улыбался малышу, даже не пытаясь скрыть своей любви к нему. «Привет, Дэнни!» Мальчик улыбнулся Нейту, но ему было явно хорошо сидеть там, где он сидел. Его маленькая головка покоилась на груди отца. Бри присела рядом, и на ее лице светилась нежная улыбка. Когда Райлан держал Дэнни на руках, все остальные дела могли подождать. Ей никогда не надоедало смотреть на эту картину. «Похоже, сегодня он не собирается идти ко мне», – сказал Нейт, все еще улыбаясь малышу.
«Ты хочешь взглянуть поближе на шерифа Нейта?» – спросил Райлан у малыша, который не стал протестовать, когда отец пересадил его на колени Нейта. «Как дела, Дэнни?» – спросил Нейт, едва сдерживая, чтобы не прослезиться от умиления. С тех пор, как его ранили, всякий раз, когда он держал на руках Дэнни Джарвика, ему хотелось плакать. Дэнни улыбнулся ему, и Нейт прижал малыша к себе немного сильнее. Он стал говорить что-то шепотом, наклонившись к маленькому ушку, отчего малыш захихикал. Глядя на это, Райлан и Бри могли только мило улыбаться и смеяться вместе со своим сыном. Этот человек много лет был другом Райлана, но их отношения никогда не были настолько близкими, как сейчас. Бог совершил в Токен-Крик еще одно чудо, и теперь это чудо было перед их глазами. «Позвольте мне кое в чем вам признаться», – заявил Райлан в своей общине в воскресенье утром и широко улыбнулся. «Я люблю смотреть в глаза моей жены». Бри улыбнулась со своего места на первом ряду, а вместе с ней улыбнулись почти все присутствующие. «А теперь, пока вы не подумали, что я собираюсь докучать вам своими романтическими переживаниями, я должен сказать, что хотя это и на самом деле очень романтично, но кроме того, так я узнаю новое о самом себе». Райлан сделал паузу, позволяя своей общине осмыслить сказанное, и затем продолжил. «Можно сказать, что я изучаю науку зрачка. Этим я хочу сказать, что благодаря глазам Сабрины и даже глазам Дэнни я больше узнаю о том, как работает глаз. Возможно, вы понимаете, о чем я говорю. Что происходит со зрачком, когда на него попадает свет? Он сокращается. Это так. Он становится меньше, если только он не поврежден или не ослаблен плохим здоровьем. Он очень быстро уменьшается. Долгое время я жил один, но когда в моем доме появилась Сабрина и Дэнни, мне стало интересно наблюдать за их глазами. И я спрашивал себя о том, чему я могу научиться. Как реагирую на свет я? Сейчас я уже говорю о свете Божьем. Вижу ли я свою незначительность? Могу ли я понять, насколько я мал в свете Божьем? Я размышлял об этом, и мои мысли разбегались в разные стороны. Но все встало на свои места, когда я сравнил сокращение моего зрачка со смирением и пониманием места этого смирения в моей жизни. Когда светит свет, я должен умолиться. Я должен стать крохотным и помнить о своем месте. Если я смогу научиться этому и буду всегда это помнить, то я выучу науку зрачка. Я приму как чудо то, как сотворены мои собственные глаза, а также глаза моей жены и сына, и я пойму, что мне следует делать. Я должен умолиться. Когда я вижу, каким великим и бесконечным является Творец, сотворивший глаза. Глаза, которые не нужно специально учить сокращаться, когда на них попадает свет. Глаза делают в точности то, что нужно, потому что Бог, Творец, совершенен. Стихи о смирении, в которых мы беседовали, из посланий к филиппийцам, Колоссянам и первого послания Петра, а также стих из первой главы послания Иакова о слушателях и делателях слова обретают для меня новое значение, когда я думаю о сокращающемся зрачке. Возможно, этот пример не особенно поможет вам, но я таким образом получаю напоминание о совершенном Творце, который спас меня. И это помогает мне видеть, насколько важно для меня относиться к Его Слову со всей серьезностью. «Не поймите меня неправильно», – добавил Райлан, завершая свою проповедь. «Никогда не следует уклоняться от света.
И вы знаете, что под светом я понимаю истину Божьего Слова. Но мое сердце и мое отношение к себе должно быть скромным и смиренным. Я должен помнить о своем месте. И только тогда Бог сможет помочь мне быть таким верующим, каким Он хочет меня видеть. Только тогда я смогу увидеть Бога таким, каким Он является, и себя таким, каким я являюсь на самом деле. Пожалуйста, подумайте об этом вместе со мной на предстоящей неделе. Я буду рад любым вопросам и комментариям по мере того, как вы будете вместе работать над этой темой. Райлан закончил проповедь молитвой, и только теперь Бри заметила, что Дэнни заснул у нее на руках, и она была рада этому. Проповедь мужа дала ей много пищи для размышлений, и ей хотелось немного побыть наедине с собой. Глава 5. Трейс Холден молча наблюдал за тем, как его беременная жена Кассиди ковыряла вилкой еду в тарелке. В то утро ей удалось дойти до церкви, но он видел, что она чувствует себя неважно. Их малыш Джо, ему было 2 года и 2 месяца, выглядел сонным. Как только он отправится в постель, все внимание Трейса будет принадлежать только жене. В этот момент Кассиди тихонько застонала. Было видно, что она очень плохо себя чувствует, и это беспокоит ее. И Трейс мгновенно принял решение. «Я отведу дочь на ночь к брату». «Пожалуй, это хорошая мысль», – согласилась Кассиди. «Это произойдет сегодня?» – спросил Трейс, помня, насколько чуткой к малейшим изменениям в самочувствии его жена была, когда должен был родиться их первенец Джо. Кассиди только кивнула. Трейс умыл Джо, чтобы отвезти его к Брэду и Мэг. Он знал, что дети его брата и невестки, Саванна и Кэтрин, тоже в это время собирались ложиться спать. И он подумал, что Джо может поспать эту ночь вместе с ними. Даже забыв отправить малыша попрощаться с Кассиди, он стремительно повел его к выходу. «Ты была очень молчалива за обедом», – сказал Райлан жене после того, как Дэнни лег спать. Бри устроилась в гостиной, собираясь починить брюки Дэнни. Райлан сел рядом с ней на диван. «Я просто задумалась». «Ты расскажешь мне, о чем ты думаешь?» Бри посмотрела на мужа, поражаясь его образу мыслей. Для него Бог был невероятно велик. При этом она понимала, что сама она иногда уменьшала Бога до собственных размеров. «Мне так нужно было услышать то, о чем ты говорил сегодня во время проповеди». Наконец призналась она. «О чем именно?» «О том, как я смотрю на Бога и на тот свет, который Он дает мне. Я должна умолиться. Я слишком высокого мнения о себе». Райлан нечасто замечал в ней проявление гордости или самомнения, но он справедливо полагал, что она лучше знает свое сердце. «Иногда жизнь кажется мне слишком легкой, Рай», – продолжала Бри. «Когда я была одна в Токен-Крик, почти никого не знала и постоянно переживала, хватит ли мне денег дожить до конца месяца. Тогда я больше доверяла Богу. Ты так хорошо заботишься обо мне и о Дэнни, что у меня возникает искушение возложить свое упование не на того, на кого следует». «Какая приятная проблема, верно?» Бри невольно улыбнулась. Такая реакция была полностью в его духе. «Как ты думаешь, ты случайно не беременна?» Вдруг спросил Райлан. «Почему ты спрашиваешь об этом?» «Я просто вспомнил, что когда ты носила Дэнни, тебя все время тянуло на соленое, и сегодня во время обеда ты досаливала все, кроме десерта». «В самом деле?» – переспросила Бри, нахмурив брови и задумавшись. Она поняла, что, возможно, ее муж был прав, а она была слишком занята разными делами и просто не обратила на это внимания. Райлан не мог не улыбнуться. Жена сидела перед ним, задумавшись, и изо всех сил что-то подсчитывала, и он подумал, что она выглядит просто восхитительно. «Ты надо мной смеешься?»
– спросила Бри, перехватив его взгляд. «Так ты беременна?» – спросил он, все еще улыбаясь ей с искоркой веселья в глазах. «Я не знаю», – ответила Бри неопределенно, решив немного помучить его. «Пожалуй, я не скажу об этом человеку, который смеется надо мной». «А тому, кто поцелует тебя, ты расскажешь?» «Возможно», – проговорила Бри медленно, улыбаясь до самых ушей. Райлан сразу же поцеловал ее, и прежде чем она успела что-то сказать, он заговорил снова. «Кого бы ты хотела? Еще одного мальчика или девочку?» «Неважно. Только бы ребенок был здоровым». «А что, если ребенок не будет здоровым? Разве Бог совершает ошибки?» Бри удивленно открыла рот. Это было правдой. Не имело значения, какого бы ребенка ни послал им Бог, они будут любить его и дорожить им. «О, рай!» – выдохнула Бри, откладывая шитье и прижимаясь ближе к мужу. «Я люблю тебя». «Только не пойми меня неправильно, Сабрина», – сказал Райлан, обнимая ее. «Мне было бы очень больно видеть, если бы наш ребенок страдал от какого-то физического недуга. Но как тебе пришлось научиться доверять Богу во всем, когда ты приехала в Токен-Крик, так и мы должны научиться доверять Богу в том, что касается нужд малыша, а также наших нужд». Бри обхватила мужа руками и прижалась к нему. Его слова были и вызовом, и ободрением для нее, и она знала, что он был совершенно прав. Она также подозревала, что он был прав в том, что она ожидает еще одного ребенка. Это была чудесная новость, и ею будет очень приятно поделиться. Ни он, ни она сама не заметили, как расслабленно, сидя на диване, они оба разомлели настолько, что задремали. Но тут неожиданно проснулся Дэнни, и из его люльки послышался детский плач. Райлан подошел к малышу, чтобы взять его на руки, а Бри стала готовить горячее на ужин. Они собирались поужинать с Чесом Виком, одним из церковных старейшин, и его семьей, и она планировала взять приготовленную еду с собой. Ей еще надо будет спросить Райлана о том, следует ли им поделиться своей новостью. Кассиди посмотрела вслед Трейсу и Джо, после чего постаралась собраться с силами для того, чтобы помыть посуду. Хотя она и понимала, что посуда может подождать, ей просто нравилось прибираться в доме. Кроме того, она решила, что это поможет ей расслабиться. Кассиди ошибалась. Не успела она согреть воду для посуды, как почувствовала первые схватки. Кассиди ухватилась обеими руками за край обеденного стола и постаралась выровнять свое дыхание. «Ну вот, кажется, это произойдет сегодня», – обратилась она в молитве к Господу. «Каждый раз, когда я вспоминаю о том, как долго длились прошлые роды, мне становится страшно. Прошу тебя, Господи, помоги мне воспринимать рождение ребенка как благословение. Помоги мне не считать часы до того момента, когда мне станет лучше, а покоиться в тебе». Кассиди все еще молилась, когда боль утихла, и женщина направилась в гостиную. Она знала, что Трейс, вернувшись, поможет ей подняться наверх, и пока она позволила себе побыть ленивой. «Кассиди!» – позвал Трейс жену, подойдя к подножию лестницы, когда вернулся домой. «Я здесь», – отозвалась она со смехом. «Не знаю, как я не услышала, что ты пришел». «А почему ты здесь?» – спросил Трейс, садясь на край дивана. «Потому что я решила побыть ленивой, и мне хочется, чтобы ты отнес меня наверх». «Я не смогу поднять тебя, ты стала для меня тяжелая», – сказал Трейс, и Кассиди рассмеялась. Это прозвучало из его уст очень странно и совершенно неожиданно. «Кроме того», – добавил он, подмигивая жене, – «ты не помыла посуду». «Я как раз собиралась мыть посуду, когда у меня начались схватки». «Сколько времени назад?» «Я не знаю», – ответила Кассиди. Она сейчас выглядела сонной и умиротворенной, но это состояние продлилось не более 10 минут. Она не отправилась наверх сразу же, поскольку схватки были редкими, но Кассиди была права.
Это был именно тот день. Новорожденная девочка появилась на свет еще до полуночи. Рано утром, в понедельник, повозка Джанет Фулбрайт тронулась и покатила из Токен-Крик в сторону Холден-Ранчо. Накануне Джанет получила известие о том, что Кассиди рожает, и поскольку никаких новостей вечером того дня больше не было, она поехала к ним утром. На улице было холодно, но от того, что ветер был не сильным, было немного легче. И только когда Джанет проехала под аркой, над которой было написано «Холден Ранчо», она поняла, как ей хочется поскорее оказаться в теплом доме. Проехав мимо дома Брэда и Мэг, Джанет остановилась перед крыльцом Трейса и Кассиди. Ей было приятно, что ее племянник вышел ей навстречу. «Девочка!» – объявил он с сияющим лицом. «О, Трейс!» – воскликнула Джанет, и они обнялись. Потом Трейс подал ей руку, и она спустилась на землю. «Как дела у Каз?» «Великолепно! Сидит в гостиной под ворохом одеял». «Значит, она уже не в постели?» – спросила Джанет с озабоченным видом, когда они входили в дом. «Она чувствует себя хорошо, и я отнес ее вниз». «А что думает Джо?» «Вы сейчас все увидите». Джанет прошла в гостиную и увидела расположившуюся на диване Кассиди с поднятыми на подушку ногами. Рядом с ней, держа сестру на руках, сидел Джо. Трейс вошел следом за Джанет, и не успела она поздороваться, как Кассиди заговорила. «Входите и познакомьтесь с Джанет Феттой Холден», – пригласила она. Несколько долгих минут Джанет не могла говорить. Она подошла ближе к дивану, глядя на милое лицо Кассиди, после чего она повернулась к Джо и малышке. И даже тогда она не могла найти слов. «Джо, ты можешь сказать бабушке, как мы назвали малышку?» – попросила Кассиди. Они с Трейсом решили, что именно так дети будут звать его тетю. «Нетти», – произнес маленький мальчик. Джанет обняла Кассиди и какое-то время не отнимала рук. Кассиди обняла ее в ответ, давая ей возможность собраться с мыслями. «Она плачет?» – вдруг спросил Джо. «Да», – ответил Трейс. «Но не от грусти. Она просто очень радуется рождению малышки». Трейс знал, что Джо не имел ни малейшего понятия о том, что это означает, но со временем он все поймет. Мальчик не стал больше ни о чем спрашивать отца, но Трейс видел, что он становится немного беспокойным. Джанет с трудом сдерживала слезы, когда Трейс взял новорожденную на руки. «Садитесь сюда, Джанет», – пригласил Трейс тетю, занимая место, которое только что освободил Джо. «Кое-кто хочет познакомиться с вами». Джанет не могла перестать улыбаться, держа в руках нового члена семьи. Крошечная, с темными волосами и бровями, Нетти Холден была просто восхитительной. Ее ротик был похож на розовый бутон. Ее круглое личико было местами немного красным, но все знали, что это пройдет. «Нетти!» – позвала тихонько мать. «Ты можешь проснуться и познакомиться с бабушкой Джанет?» Все улыбнулись, потому что девочка на эти слова и бровью не повела. Джанет еще немного рассматривала ее, после чего решила расспросить Трейса и Кассиди. «Как прошли роды?» «Долго», – сказал Трейс сдержанно. «Я думал, что вторые роды должны проходить быстрее». «Я пыталась объяснить ему, что так бывает не всегда», – ставила Кассиди. «Так было у Мэг», – сказал Трейс. «И Саванну, и Кэтрин она родила очень быстро. Брэд теперь будет бояться оставить ее в следующий раз одну», – сказал Трейс. «Они были здесь?» – спросила Джанет. «Как раз перед вашим приходом». Тут Джо в одних колготках снова забрался на диван и встал рядом с Джанет. Он хотел показать Джанет свою игрушку, и она переключила все свое внимание на него.
Нетти в этот вечер так и не открыла глазки, чтобы познакомиться с Джанет. И тетушка еще долго оставалась у них в гостях, любуясь каждым из детей. Она с грустью вспоминала о своей сестре, настоящей бабушке этих малышей. Не проходило и дня со смерти Феты Холден без того, чтобы Джанет не благодарила Бога за то, что он позволил ей теперь занять место сестры. «А бабушка приедет к нам?» Спрашивала у своей матери трехлетняя Саванна, видя, что повозка Джанет все еще стоит у соседнего дома. «Я уверена, что она зайдет к нам», – ответила Мэг, умывая руки и лицо двухлетней Кэтрин. Она только что накормила детей завтраком и теперь мыла посуду. Брэд уже ушел в амбар и вполне возможно отправился осматривать ранчо. «А когда мы еще раз увидим Нетти?» «Думаю, сегодня днем. Я думаю, что Джо приведут к нам поспать, и мы увидим Нетти, когда поведем его обратно домой». Саванна вернулась к своим деревянным лошадкам, с которыми она играла, а Мэг стала наблюдать за Кэтрин, чтобы посмотреть, куда она пойдет. Внимание малышки оказалось привлечено стоявшей в углу маслобойкой, и Мэг знала, что какое-то время Кэтрин будет занята рассматриванием этого необычного для нее предмета. Мэг решила использовать эту свободную минутку. Она даже начала готовить обед и планировать ужин. Если Джанет зайдет утром, а после полудня у них в гостях будет Джо, то ей сейчас нужно успеть сделать как можно больше дел. «Расскажите мне обо всем», – попросила Хезер, как только Джанет вернулась домой. «Девочка, и подумать только, они назвали ее Джанет Фетта. Они будут называть ее Нетти». Хезер выглядела более чем довольной. Джанет наняла ее на работу более 10 лет тому назад, чтобы присматривать за матерью Брэда и Трейса. После того, как Фета Холден умерла, Хезер даже написала о ней книгу. Правда, к сожалению, до сих пор не нашлось желающих ее опубликовать. Но поскольку это была книга и о том, чему научилась сама Хезер, заботясь о Фете, и как она за это время выросла в уповании Богу, незаинтересованность издателей мало беспокоила Хезер. Сам процесс написания этой книги стал для нее временем исцеления. И это было самым главным для Хезер. «О чем вы тут говорили без меня?» – спросила Бекки, выходя из кухни. Она готовила еду и присматривала за домом Джанет так давно, что все давно уже считали ее членом семьи. «Девочка!» – воскликнула Хезер. «Джанет Фетта!» Глаза Бекки наполнились слезами. И от этого заплакали и другие женщины. Всякий раз, когда Бекки плакала, все тоже начинали плакать. Дело в том, что слезы были чем-то совершенно новым для кухарки. Всего несколько лет тому назад в их жизни появилась Бри Джарвик, когда она была еще Бри Мэтьюс. Ее живая вера во Христа и любовь к окружающим тронули Бекки так сильно, как она не могла себе представить. Многие годы Бекки видела, что Джанет и Хезер ходят в церковь, и теперь она вдруг захотела присоединиться к ним. Но перемена, которая произошла в этой женщине, была намного глубже. Она касалась ее сердца. Впервые в жизни Бекки признала необходимость в Спасителе и покаялась перед Богом. «С Катей все в порядке?» – наконец проговорила Бекки. «Да. Когда я приехала к ним, она уже сидела в гостиной. И вы не поверите, я так увлеклась малышами, что едва не забыла отдать им еду», – вспомнила Джанет. Трейс вышел мне навстречу, когда я приехала. Потом я увидела малышку, а после этого пошла к Брэду и Мэг, и я чуть было не привезла все обратно домой. Хезер и Бекки посмеялись над ее забавным рассказом, после чего Бекки объявила, что ужин почти готов. За столом Джанет рассказала женщинам во всех подробностях и о новорожденной, и о малыше Джо и девочках Брэда. К тому времени, когда она закончила говорить, у них было такое ощущение, что они побывали на ранчо вместе с ней.
Во вторник с самого утра Бри взяла Дэнни и отправилась в магазин. Джесси поприветствовала посетителя откуда-то из глубины магазина. Но как только она услышала голос Бри, она вышла к прилавку. «Привет, Дэнни!» Поздоровалась она и тут же взяла малыша из рук матери. «Как дела?» Спросила она приветливо, снимая с него шапку и целуя в пухлую щеку. «Привет, Бри!» Наконец обратилась она к женщине, отчего та рассмеялась. «Я становлюсь невидимой, стоит мне принести куда-нибудь малыша», заметила Бри. «Вы не замечали ничего подобного?» Попробовали бы побыть матерью Кланси. Этот ребенок притягивает внимание, как мед мух. «Она очаровашка», согласилась Бри. У вас большой список покупок? «Не очень, но нужно пополнить запасы продуктов». Вам нужна моя помощь? Спросила Джесси. Бри немного работала у нее раньше и отлично знала, где что лежит. Нет. Разве только если вы будете держать на руках Дэнни. Джесси улыбнулась, и Бри принялась за дело. Она складывала нужные товары на прилавке, где у нее лежал список, а потом перекладывала их в сумку. Вы скучаете по девочкам, когда они в школе? Спросила Бри, подходя к учетной книге. К концу дня, да. Утром мне всегда легче все приводить в порядок, без детской суеты, но к полудню я уже не могу дождаться, когда они вернутся домой. Не успеем мы оглянуться, как наступит лето. Это точно. Тогда вместо жалобы «как холодно» мы будем говорить «как жарко». Трудно представить себе жару в такой день, как сегодня. Добавила Бри, снова отправляясь на поиски нужного товара. «Девочки будут жалеть, что не застали тебя», сказала Джесси, обращаясь к Дэнни, когда он пытался засунуть коробочку с дрожжевыми булочками себе в рот. Приходите к нам на ужин. Пригласила Бри, продолжая собирать покупки. «Я только что поставила вариться суп. Может, лучше вы втроем придете к нам?» «Хорошо», согласилась Бри, подходя с последней вещью. В какое время нам приходить и что мне принести? Женщины обговорили детали предстоящего вечера, после чего Бри упаковала покупки и взяла в руки сына и сумку. Теперь ей снова предстояло выйти на холод. До того, как Кассиди стала женой Трейса, она открыла свой небольшой бизнес в городе, швейную мастерскую Токен-Крик. Какое-то время она все делала одна, но потом к ней присоединилась Джанет Фулбрайт. Жители Токен-Крик активно поддерживали этот бизнес. И когда Кассиди вышла замуж, Джанет выкупила у нее бизнес и взялась за дело сама. Ее мастерская была открыта для посетителей 4 дня в неделю. Теперь вместе с ней работала Хезер, и в среду утром, когда мастерская открывалась, обе женщины были заняты работой. Сейчас они трудились над несколькими заказами, но при этом нельзя было сказать, что работы у них слишком много. Как они заметили, холодная погода была не лучшим стимулом для процветания бизнеса, но работы хватало. И именно за работой и застал их Райлан, зайдя в мастерскую по дороге в кузницу. «Доброе утро, дамы!» «Доброе утро, Райлан. Входите и погрейтесь немного», – пригласила Джанет. Она была ближе к печке, а Хезер в это время сидела за швейной машинкой. «Спасибо. С удовольствием. Мне скоро нужно будет быть в конюшне, но я решил зайти и узнать, как у вас дела». Райланд слышал о рождении Нетти. Он был искренне рад, что с Кассиди все в порядке и что теперь у Джо появилась сестра. «Пастор Райланд», – вдруг спросила Хезер, – «а у вас есть какие-нибудь новости?» Райлан улыбнулся ей, недоумевая, могла ли она догадаться, но и радуясь тому, что ему есть что ответить. Эти женщины были особенно дороги ему, и казалось совершенно уместным, если они узнают об этом первыми. «Вообще-то есть, но срок еще очень небольшой. Мы рассказали только Викам. Но Сабрина действительно ожидает ребенка». Обе женщины были не в меньшем восторге от этой новости, чем от рождения ребенка у Трейса и Кассиди.
Они обе обняли Райлана и задавали столько вопросов, что он едва не опоздал на работу. Не прошло и 10 минут после его ухода, как Джанет почувствовала, что ей очень хочется увидеться с Бри. Хезер уговорила ее сходить к Бри немедленно. И именно поэтому Хезер была в мастерской одна, когда пришел Нейт. «Здравствуйте», – поздоровалась Хезер с улыбкой. «Джанет только что вышла». «Вообще-то мне показалось, что я видел, как сюда шел Райлан». «Он тоже только что ушел», – сказала Хезер со смехом. Нейт улыбнулся ей в ответ и задумался над тем, почему каждый раз, когда он видит Хезер Уэльс, ему хочется найти повод не заканчивать разговор слишком быстро. «У вас сейчас много заказов?» – спросил Нейт, стараясь не рассматривать слишком пристально ее волосы и глаза. Все в ней казалось ему очень красивым. «Достаточно», – ответила Хезер. «Мы ожидаем, что 2 заказа заберут сегодня, они уже готовы, и еще 3 вещи были заказаны в пятницу и субботу, вот над ними я сейчас и тружусь». «Это вы пошили эту рубашку?» – спросил Нейт, заставляя себя не смотреть на женщину и заметив мужскую рубашку, висящую на крючке. «Я точно не помню. Возможно, эту сшила Джанет». «А как вы распределяете между собой работу?» «Я просто делаю то, что поручает мне Джанет». Нейт не смог сдержать улыбки, а его глаза выражали восхищение. «Что я такого сказала?» – спросила Хезер, которая не могла не заметить его веселого настроения. «Вы случайно не собираетесь устроиться на работу в правоохранительные органы? Если бы у меня был человек, который просто делает то, что я поручаю, то такому человеку просто цены не было бы». Тут Хезер рассмеялась вместе с ним, и в этот момент пришла Джанет. «О, Нейт, я рада вас видеть!» «Здравствуйте, Джанет. Как ваши раны?» «Заживают. Никак не могу дождаться наступления весны». «Сегодня действительно холодно на улице», – согласилась Джанет, подходя поближе к печке и не снимая пальто. «Ну, дамы, я, пожалуй, не буду вас больше отвлекать от работы». «Спасибо за то, что зашли», – сказала Хезер, когда он уходил. Она снова наклонилась над швейной машинкой. Через некоторое время она заметила, что Джанет пристально смотрит на нее. «Как дела у Бри?» – спросила Хезер. «У нее все хорошо. Джарвики скоро придут к нам на ужин, и вы ее увидите». «О, это хорошо». Хезер вернулась к работе, но затем снова обратила внимание на то, что Джанет продолжает смотреть на нее. «Что-то не так?» «Нет, просто мне показалось, что вы хотите со мной о чем-то поговорить». Хезер растерянно огляделась по сторонам, не понимая, в чем дело, затем посмотрела на Джанет и пожала плечами. «Нейт неравнодушен к вам, Хезер?» Наконец, решилась спросить Джанет. Хезер непонимающе моргнула глазами, глядя на свою хозяйку. Потом она уставилась на то место, где только что стоял Нейт, после чего снова посмотрела на Джанет и печально покачала головой. «Сейчас ведь еще не весна, Джанет. Что заставило вас об этом подумать?» «Ну, может быть, это и не так, но он явно не спешил уйти отсюда. Возможно, он просто хотел погреться». «Хезер», – произнесла Джанет терпеливо. «Вы милая и чудесная, и он был бы безумцем, если бы не заметил этого». «Вы тоже милая и чудесная», – парировала Хезер. «Но я все еще люблю своего покойного мужа, и все знают об этом. Ваше же сердце никем не занято. Вы свободная женщина». Хезер только рассмеялась. «Свободная женщина». Это было не то слово, которое она применила бы к себе. И, продолжая смеяться, она снова наклонилась над машинкой, продолжив работать над заказом. Но Джанет было не так-то просто сбить с толку. Она улыбалась, глядя на склоненную голову Хезер и думая о том, что ее подруга была слишком скупой на слова.
Затем выражение ее лица стало задумчивым. Она, наконец, сняла пальто и принялась за работу, но ее мысли были далеки от шитья. Нейт и Хезер. Почему это никогда раньше не приходило ей в голову? Часть 2. Август 1884 год. Глава 6. Сет Рединг стоял на железнодорожной станции и осматривал знакомые виды, вдыхая запахи Токен-Крик. Все здесь немного изменилось. То там, то здесь виднелись обновленные фасады и совсем новые здания тоже. Но город по-прежнему был узнаваемым даже после всех этих лет. Стояла августовская жара, но Сет не обращал на это внимания, хотя и был одет в плотный темный костюм. Медленно уходя со станции с большой сумкой в руке, Сет старался охватить взглядом все, что встречалось ему по дороге, пока не оказался на Мейн-стрит. Она тоже казалась ему одновременно и знакомой, и новой. У банка теперь был новый фасад, а рядом кто-то открыл магазин «Швейная мастерская Токен-Крик». Юридическая контора была на старом месте, но вывеска над ней теперь гласила «Райан Самс, адвокат». Не изменилась только одна вывеска «Магазин Виллеров». Сет не пошел туда, а стоял в квартале от магазина, долгое время смотря на окна и вывеску. Когда же он тронулся с места, то пошел в противоположном направлении, а его сердце при этом болезненно билось в груди. В этом городе должен быть кто-то, кто сможет ему помочь. И пока он не получит этой помощи, с магазином придется подождать. Стараясь не смеяться, Бри наблюдала за тем, как полуторагодовалый Дэнни пробирается в комнату. Он где-то отыскал пустую коробку и теперь тащил ее в гостиную. Его лицо было очень сосредоточенным, и она знала, что если она заговорит от дверей кухни, то напугает его. Вместо этого она хотела, чтобы он сам заметил ее. «Мама!» – воскликнул он с удовольствием, похлопывая по коробке. «Что ты нашел?» – спросила она, теперь же не боясь смеяться, проявляя переполнявший ее восторг. Малыш снова похлопал по коробке, а потом подбежал к матери, чтобы обнять ее за ноги. Бри подхватила его на руки как раз в тот момент, когда из кабинета вышел Райлан. «Ого!» – сказал он, заметив коробку. «Мы нашли сокровище?» «Думаю, что да», – согласилась Бри, после чего добавила. «И поскольку наш малыш еще такой хрупкий и слабый, он с трудом втащил ее сюда». Райлан потянулся к сыну, который даже несмотря на такой маленький возраст уже подавал надежды на то, что вырастет таким же великаном, как и его отец. «Это ты нашел коробку, Дэнни?» – спросил Райлан. Вместо ответа Дэнни показал на нее пальцем, и Райлан крепко прижал мальчика к себе. «Мне нужно ненадолго сходить в церковь», – сказал он Бри, все еще держа Дэнни на руках. «Хочешь, я возьму его с собой?» «Вообще-то ему пора купаться». «Ты плохо пахнешь?» – спросил Райлан у малыша и расхохотался, когда Дэнни улыбнулся и кивнул. Райлан не был уверен, что кивок был ответом на его вопрос, но ему все равно стало смешно. Несколько минут спустя Бри и Дэнни проводили Райлана до дверей, и пастор направился к белому зданию церкви, стоящему в нескольких ярдах от их дома. Небольшая община собрала достаточно денег, чтобы перекрасить стены, и здание все еще выглядело очень привлекательно. Райлан вошел в церковь и пошел вперед, когда вдруг понял, что он был не один. Сидевший в первом ряду мужчина поднялся ему навстречу. В руках он держал шляпу. И только когда мужчина оглянулся, Райлан узнал его. Это был Сет. «Добрый день, Сет», – проговорил Райлан негромко. Он хорошо помнил его еще со времен работы в магазине, хотя с тех пор прошло много лет. «Добрый день, Райлан. Я надеюсь, что не сделал ничего плохого, войдя сюда без разрешения».
Конечно же нет. Мы не запираем двери церкви именно для того, чтобы сюда заходили люди. Райлан протянул руку. Как дела? Сет слегка улыбнулся. Пока что идет все хорошо, но я все еще не виделся с Джесси. Вы только приехали в город? На утреннем поезде. Который пришел после полудня? Закончил за него предложение Райлан, слегка скривив рот. Присаживайтесь. Расскажите, почему вы здесь? В городе или в церкви? И там, и там. Я пришел сюда, потому что не хочу огорчать Джесси, пока она на работе. Она не ожидает вас? Глядя прямо перед собой, мужчина отрицательно покачал головой. «Когда вы в последний раз давали ей о себе знать?» – спросил Райлан, пытаясь вспомнить, говорила ли ему что-то об этом Джесси. Сет печально покачал головой, по-прежнему не поднимая глаз на пастора. «Ни разу», – признался он. «С тех пор, как я сбежал отсюда почти 8 лет назад, я ни разу не написал ей. Где вы все это время находились?» «В Техасе». Это было началом исповеди. На протяжении следующих нескольких часов Сет рассказывал пастору свою историю. Время от времени Райлан задавал вопросы, но в основном он давал Сету выговориться. Что-то из услышанного было ужасным, а что-то замечательным. В целом это была поразительная история. «Я не знаю, как мне идти туда. Я не знаю, как мне идти в магазин», признался Сет наконец. «Дело не только в Джесси. У меня есть дочь, о которой я тоже должен подумать». «Дочери», – поправил Райлан тихо и увидел, как мужчина вдруг весь сник. «Что это?» – спросила у Джесси 9-летняя Ханна, рассматривая содержимое только что распакованной коробки. «Это запасные детали для часов. Их просил заказать Калеб Хейторн. А что он будет с ними делать?» «Должно быть, его часы сломались, и при помощи этих деталей он сможет их починить. Я думаю, что ему должно быть нелегко управлять железнодорожной станцией, не зная точного времени». Ханна нахмурилась, глядя на запасные детали часов. Она не могла вспомнить, когда она видела эти стрелки и шестеренки в каталоге. Но не успела она спросить об этом, как пришла Кланси, ее 7-летняя сестра. Она тоже хотела знать, что лежит в маленькой коробке на прилавке. Джесси еще раз все объяснила, после чего отправила Ханну на станцию, чтобы сообщить Калебу о том, что его особый заказ прибыл в той коробке, которую он только что ей доставил. «Мама!» – начала Кланси и забралась на прилавок, чтобы быть ближе к матери. «У меня болит зуб». «Который?» Джесси наклонилась ближе, а Кланси открыла рот и показала пальцем на больной зуб. «Вот здесь». Это прозвучало больше как «от есть». Но Джесси все равно все поняла. Она внимательно посмотрела на маленький зубик во рту Кланси и затем потрогала его пальцем. «Он шатается», – наконец сказала мать. «Похоже, он скоро выпадет». «А у меня будет идти кровь, как в прошлый раз?» – спросила Кланси, широко открыв глаза. «Возможно». «Это хорошо», – заявила она горячо, отчего ее мать засмеялась. В это время в магазине не было посетителей. Даже тогда, когда Ханна вернулась от начальника станции, и это вполне устраивало Джесси. Ей нужно было разобраться с заказами и привести в порядок прилавок. По ее мнению, было бы очень неплохо, если бы еще некоторое время никто не приходил. «Проходите в дом, Сет!» Наконец предложил Райлан. «Вы можете остановиться у нас». «Вы женились, Райлан?» «Да, и у нас родился сын». «Поздравляю». «Благодарю вас». В голосе мужчины Райлан услышал искренность, но также и умиротворение. Райлан сочувствовал ему. Этот человек много согрешил в жизни, но он знал, что Христос умер за каждого, и что теперь он был прощен.
Пастор верил, что Сет действительно прощен, но это не меняло далеко идущих последствий его прежних действий. Райлан верил, что Бог может совершить чудо в жизни Джесси, но это не означало, что так оно и будет. Сегодня вечером он собирался пойти и навестить Джесси, как он и обещал Сету, но, возможно, его слова не будут приняты. Райлан надеялся, что Джесси по меньшей мере согласится увидеться со своим мужем, но когда они вошли в дом, и Райлан представил Сета, Бри и Дэнни, он допускал, что этот человек, возможно, уже завтра будет сидеть в поезде и ехать обратно в Техас. Сет вышел прогуляться из дома, а Райлан отправился в магазин. Райлан рассчитал время так, чтобы прийти перед закрытием, хотя и знал, что Джесси и девочки, возможно, будут голодными и усталыми. Войдя в магазин, пастор увидел, что Джесси была занята покупателем. Но не успел он поздороваться с хозяйкой, как к нему навстречу бросилась Кланси. «Пастор Райлан, у меня зуб шатается». «Покажи-ка», – попросил Райлан, обняв малышку и опускаясь на корточки, чтобы быть на одном с ней уровне. Кланси открыла рот так криво, что Райлан засмеялся, но он все равно мог разглядеть ее зуб. «У меня может пойти кровь», – добавила она, когда он все как следует рассмотрел. «Так иногда бывает. Она вам, должно быть, рассказывает про свой зуб», – сказала Джесси, подойдя к ним сзади. и я показала его пастору Райлану. Джесси улыбнулась, глядя на свою дочь, после чего повернулась к Райлану. «Вы поймали нас как раз вовремя, Райлан. Чем я могу быть вам полезной?» «Вообще-то», – заговорил он тихо, – «мне нужно поговорить с вами». Джесси на мгновение посмотрела ему в глаза, после чего повернулась к Кланси. «А где Ханна?» «Наверху». «Отлично. Ты тоже иди наверх и накройте на стол. Я поднимусь, когда закончу все дела внизу. И еще, Кланси», – добавила мать, когда маленькая девочка повернулась, чтобы идти. «Не нужно спускаться вниз за мной. Скажи Ханне, чтобы вы обе дожидались меня наверху». «А нам можно поесть?» – спросила она. «Вы можете пока поесть хлеб, но мне нужно будет разогреть подливу и булочки. А теперь иди». Райлан видел, что девочка послушалась и повернулся к Джесси. Она как раз вывешивала вывеску «Закрыто» и запирала дверь. Как только она все сделала, она тут же подошла к Райлану и посмотрела на него. «Сет приехал в город», – сказал Райлан прямо. Он приехал на утреннем поезде. Джесси непонимающе смотрела на него. Она знала, что он не шутит. Райлан никогда бы не стал шутить с ней на эту тему. Но какая-то часть ее хотела, чтобы он улыбнулся, засмеялся и сказал, что он пошутил. «Он пришел к вам?» – наконец спросила она. «Да, он не хотел являться сюда, пока магазин был открыт, но он хотел бы увидеться с вами». Джесси медленно покачала головой. Она не сразу смогла говорить, и когда она заговорила, то сказала то, чего Райлан ожидал услышать меньше всего. «Вы не поверите этому, Райлан? Если бы вы пришли и сказали мне об этом неделю назад, я, возможно, попросила бы вас передать ему, чтобы он упаковал вещи и уехал. Но сейчас я не могу этого сделать». «А что случилось неделю назад?» Мои глаза открылись в отношении того, что происходило на протяжении многих лет. Джесси посмотрела на пастора, отчаянно желая быть понятой. Я впервые осознала, насколько по-разному мои девочки реагируют на мужчин и на женщин. Когда в магазин заходят женщины, если только это не кто-то из близких, они почти ничего не говорят. Но с мужчинами... Джесси остановилась, подбирая нужные слова. «На прошлой неделе», – начала она медленно, Кланси ходила к Викам, чтобы поиграть и пообедать. Как только она вернулась домой, она не переставала говорить о том, что сказал или сделал мистер Вик. Она говорила без остановки, пока не легла спать. И даже сегодня.
Джесси закрыла глаза, вспоминая. Я послала Хану на станцию с известием для Калеба. Она сразу же пошла, не говоря ни слова. Если бы я попросила ее сходить к Джанет или Пэттис, она бы стала возражать. Обе девочки тянутся к мужчинам, и я знаю, что это потому, что они растут без отца. Они когда-нибудь спрашивают о нем? Никогда. Это слово из уст хозяйки магазина прозвучало как вызов. И я не знаю почему. Они обе очень любознательны, особенно Кланси, но они не говорят об этом ни слова. Райлан задумчиво нахмурился. Он не ожидал этого, но не успел он что-либо на это сказать, как Джесси продолжила. Он говорил о том, чего он хочет? Да, говорил. Он хотел бы вернуться к вам и начать все сначала. Даже если вы не захотите принять его в качестве мужа, он хочет быть отцом и помогать вам во всем, в чем только сможет. Но почему теперь? У него есть ответы на многие вопросы, Джесси, и я думаю, что он сам должен рассказать вам об этом. А он говорил, где он был до сих пор? Да, он рассказал мне обо всем. И вы считаете, что он говорит правду? Райлан невольно улыбнулся. «Вообще-то я действительно так считаю. Я, конечно, не знаю его настолько хорошо, как вы, но я вижу, что он осознает, насколько его поступок, когда он бросил вас, был ужасным. Он хочет все исправить. И я не могу передать вам, насколько он был потрясен, когда узнал о существовании Кланси. Это его просто убило. Я надеюсь, что вы хотя бы поговорите с ним». Какое-то время взгляд Джесси был отстраненным. Но потом она медленно заговорила. «Мне кажется, что мне нужно какое-то время, чтобы привыкнуть к этой мысли. Если он собирается остаться здесь, действительно остаться, а не просто побывать у нас с проездом, то он может увидеться с девочками. Но не сейчас. Мне нужно время». «Он будет рад услышать, что вы готовы дать ему шанс. Сколько вам нужно времени, Джесси?» «Неделя». Джесси сказала первое, что пришло ей в голову, но потом стала сомневаться. «Как вы думаете, это несправедливо с моей стороны?» «Нет. Если вам нужно именно столько времени, я уверен, что он отнесется к этому с пониманием. Как вы смотрите на то, чтобы я зашел к вам через неделю снова?» «Хорошо», – ответила Джесси задумчиво. «Вы зайдете, верно, Райлан? И спасибо вам». «Пожалуйста, Джесси, вы же знаете, что мы с Сабриной сделаем для вас все, что в наших силах». Через некоторое время они попрощались, и Райлан отправился домой, чтобы сообщить о результатах разговора с Сету, а Джесси пошла на второй этаж к девочкам. В голове у пастора и у Джесси проносилось множество разных мыслей, и именно сейчас Джесси хотела бы уметь угадывать будущее. «Не может быть», – произнесла Бри тихо, когда Райлан перед сном поведал ей историю Сета. «Поразительно, правда? И ты говоришь, что был знаком с Сетом еще до того, как он уехал?» – спросила она. «Очень кратко. Если память мне не изменяет, они с Джесси постоянно ссорились. Когда я заходил в магазин, то заставал их обоих в молчаливой ярости. Но я помню, что он любил ее и Ханну, и магазин тоже. Он заботился о бизнесе и много работал». «Сколько прошло времени между твоим приездом сюда и его исчезновением?» «Не знаю, немного». Муж и жена некоторое время сидели молча, после чего Райлан взял Бри за руку. Бри понимала, что он хотел этим сказать. Она закрыла глаза, мысленно поддерживая молитву своего мужа, вместе с ним взывая к Богу о благословении Сета, Джесси и их дочерей, поскольку все они нуждались в могущественной и спасающей руке Бога, каждый по-своему. На протяжении следующей недели Сет старательно избегал людей и не появлялся на главных улицах города. Конечно, он возмужал и немного изменился внешне, но его все еще можно было узнать. И ему меньше всего хотелось, чтобы пошли разговоры о том, что его кто-то видел в городе. Эти разговоры могли дойти до его дочерей, огорчить их и поставить в нелепое положение. Даже в воскресенье он пришел в церковь с опозданием.
и слушал проповедь из фойе, оставаясь при этом незамеченным. Он обсудил этот вопрос с Райланом, и пастор согласился с его решением не показываться на глаза членам общины до тех пор, пока они с Джесси не смогут встретиться и поговорить. За неделю, проведенную в долгих одиноких прогулках, Сет досконально изучил берег ручья. Он часами ходил и сидел там, чтобы не находиться в доме в отсутствие Райлана. Он молился и старался собраться с мыслями, самой важной из которых была та, что у него было 2 дочери. От этой новости Сет испытал сильнейшее потрясение. На протяжении тех лет, которые он жил далеко отсюда, он иногда позволял себе думать о Джесси и представлял себе, как она в одиночку воспитывает Ханну. Но ему ни разу не пришла в голову мысль о том, что у нее мог быть еще один ребенок. Теперь вышло так, что она в одиночку воспитывала 2 дочерей. Временами он удивлялся сам себе и тому, как он смог набраться смелости вообще показаться в этом городе снова. Но иногда, вечерами, когда он сидел с Райланом и Бри, он чувствовал себя лучше. Все 3 часами говорили о священном писании, о сомнениях Сета и о том, как бороться со страхами, которые продолжали поднимать свои безобразные головы в его душе. Если бы не эти беседы, то, как казалось Сету, он бы не выжил. У него бывали ситуации, когда ему мерещилось, что время остановилось. Нельзя сказать, что сейчас было именно так, но эта неделя казалась ему очень долгой. И он молился, чтобы Бог использовал это время во благо для устройства его жизни. Когда он молился, у него ни разу не возникало никаких сомнений по поводу своей цели. Теперь он знал, что Божья воля была совершенной. Он непрестанно просил Бога восстановить его семью или хотя бы позволить ему снова быть отцом. При этом он знал, что в мире есть люди, которые годами молятся о чем-то, но не получают желаемого. И в те моменты, когда Сет начинал сомневаться, он напоминал себе, что неделя все-таки еще очень короткий срок. Джесси не могла поверить, что захотела ждать целую неделю. Не прошло и 24 часов, как ее одолевало сильное любопытство и желание увидеть своего мужа. Она уже была готова пойти к Райлану и сообщить об изменении своего решения, но не смогла отлучиться из магазина. По мере того, как дни шли своим чередом, она внимательно наблюдала за девочками, чтобы убедиться в том, что они действительно неравнодушны к мужчинам. Ее девочки обращали большое внимание на все, что делают мужчины, как они стоят и говорят, а также на то, обращают ли мужчины внимание на них. Для Джесси это было отрезвляющим откровением, какими бы невинными и ранимыми они не были. Когда Джесси не думала о девочках, она думала о Сете так, как не позволяла себе думать о нем уже многие годы. В ее чувствах царил полный разлад, и ей было трудно привести свои мысли в порядок. Иногда ей казалось, что она никогда не подпустит его к себе, а иногда она вспоминала дорогие ее сердцу мгновения. Из слов Райлана она поняла, что, по его мнению, Сет переменился. Но и она тоже изменилась. У нее было достаточно времени, чтобы обдумать все, что пошло не так в их браке, и хотя она никогда не считала, что бегство было правильным выходом из положения, отчасти она понимала, почему это произошло. В некотором смысле сначала она была даже рада тому, что Сет уехал. Сама она выросла в семье, где родители ссорились, и она не хотела, чтобы Ханна испытала то, что испытывала она сама в детстве. Джесси думала о том, что время, проведенное в разлуке, может пойти им на пользу, но ей никогда не приходило в голову, что Сет так никогда и не вернется. И, конечно, она никогда не могла подумать, что в его отсутствии у нее родится 2-й ребенок. Она все еще помнила, как она вглядывалась в лицо новорожденной Кланси, понимая, что теперь ей придется растить 2 дочерей в одиночку. Тогда она заставила себя выбросить Сета из головы и продолжать жить
дальше. Всю неделю, о которой она попросила, Джесси снова и снова возвращалась мыслями к прошлому. Временами ей казалось, что она сходит с ума. Если бы в один из вечеров к ней не зашла Бри, то, возможно, так и случилось бы. «Как ваши дела?» – спросила Бри, как только девочки легли спать. Она пробыла у Джесси с самого закрытия магазина, ожидая этого момента. «Большую часть времени, когда я занята, все в порядке, но временами, когда я начинаю задумываться обо всем этом, мне начинает казаться, что этого просто не может быть. Он не мог вернуться». «Он ведет себя очень осмотрительно», – сказала Бри. «В чем это выражается?» «Он старается, чтобы его никто из знакомых не увидел раньше времени, чтобы не создавать неприятностей для вас и для девочек. Кроме того, он допускает, что вы можете не захотеть, чтобы он оставался в городе». Джесси изо всех сил постаралась не показать своего удивления. Она надеялась увидеть его где-нибудь мельком, и вот теперь выясняется, что он все время прятался. Бри правильно прочитала ее мысли и спросила. Неужели вы думали, что он будет ходить по городу после того, как вы сказали подождать неделю? Я сказала, что не хочу разговаривать с ним раньше, чем через неделю, но я думала, что мы можем где-нибудь увидеть друг друга. Бри, понимающе кивнула и спросила. А что вы надеялись увидеть? Я не знаю. Просто как он выглядит, насколько он изменился. Ну, я не знаю, каким он был, но сейчас он выглядит вполне симпатичным мужчиной. И он очень добрый. Вы познакомились с ним? Спросила Джесси. Бри кивнула. Он живет у нас, Джесси. Разве Райлан не говорил вам? Нет, наверное, об этом не заходила речь. Я могла бы и сама догадаться, но не догадалась. На мгновение в гостиной Джесси воцарилась тишина. Бри наблюдала за подругой, с легкостью представляя себе, что сейчас творится в ее душе. Я молюсь о вас. Только сейчас решилась признаться Бри. Джесси сдержанно улыбнулась, но ничего на это не сказала. Это было той единственной темой, которую они с Бри не обсуждали. Точнее, Джесси не хотела ее обсуждать. «Мне нужно идти, пока на улице не стемнело», – сказала Бри, и обе женщины встали. Они обнялись, и Джесси поблагодарила подругу за то, что она пришла поддержать ее. Стоя в дверях склада, она смотрела вслед Бри, пока та не исчезла из виду. Джесси знала, что с ней все будет в порядке, и, закрыв двери, вернулась в гостиную. Она почувствовала необходимость быть ближе к девочкам и пошла к ним в спальню. Там она долгое время сидела в темноте, но потом почувствовала себя очень уставшей и решила поскорее лечь. Готовясь ко сну, она надеялась на то, что ей ничего не будет сниться этой ночью. Райлан выполнил свое обещание. Ровно через неделю он снова пришел в магазин Джесси. Как и в первый раз, это было перед закрытием, и он снова дождался, пока Джесси не отправила девочек наверх. «Как ваши дела?» – спросил Райлан, как только они остались одни. «Думаю, что хорошо. В эти дни у меня было много вопросов». «Сет просил передать вам, что готов ответить на любые ваши вопросы, но также просил меня заранее предупредить вас о том, что это не очень красивая история». Джесси не предполагала такого. Она на мгновение задумалась, после чего спросила. «Я надеюсь, что его не разыскивает полиция или что-нибудь в этом роде. Я бы не хотела, чтобы мои девочки оказались замешанными в таких делах». «Пусть он сам обо всем вам расскажет». Джесси кивнула, но ее охватила паника, и она схватила Райлана за руку. «Райлан, вы любите моих девочек, я знаю, что это так. Правильно ли я поступаю? Как вы считаете, Сет может причинить им боль, как когда-то мне? Может ли случиться, что они полюбят его, а потом он их бросит?» Райлан посмотрел в ее отчаянные глаза и сказал со всей искренностью. «Я не думаю, Джесси. Мы провели большую часть недели вместе, и он уже не тот человек, каким был, когда уезжал отсюда.
Я, конечно же, не могу давать никаких гарантий, но я не думаю, что Сет Рединг остался таким же эгоистом, каким он был. И я мог бы сказать вам, почему я так считаю, но я думаю, что будет лучше, если он сделает это сам. Джесси, добавил Райлан, чтобы успокоить ее. Я еще раз поговорю с ним. Я постараюсь объяснить ему, что это должно быть либо навсегда, либо никак. Джесси с облегчением кивнула. Райлан отлично понимал ее, и в этот сложный момент это было для нее самым важным. «Я не буду вас больше задерживать», — сказал Райлан после этого. «Вы хотели бы назначить время его прихода?» Джесси задумалась, она все еще не могла свыкнуться с мыслью о том, что она увидит Сета. Пусть приходит завтра. Девочки весь день будут в гостях у Ратманов, тогда мы сможем с ним поговорить». «Я передам ему». Джесси кивнула, но какое-то время оба продолжали стоять на месте. И только когда с лестницы послышался голос Ханны, которая звала мать, они будто очнулись. «Я провожу вас, Райлан», — сказала Джесси, направляясь к складу. «Вы можете выйти из задней двери, так будет ближе». Райлан последовал за ней, и, проходя мимо лестницы, он бросил взгляд наверх и помахал сидящим наверху девочкам. «Они могли услышать наш разговор?» Как можно тише спросил Райлан уже в дверях. «Нет. Второй этаж в этом здании какой-то удивительный. Туда почти не доносятся звуки снизу, даже если стоять на лестнице». Райлан кивнул и посмотрел ей в глаза. «С вами все будет в порядке?» «Думаю, что да. Спасибо вам, Райлан, за все». Райлан кивнул. «Я желаю самого лучшего для вас троих. И для Сета тоже». Джесси кивнула и снова поблагодарила Райлана. Мысли ее разбегались. При этом она знала, что ей придется набраться терпения. У нее были вопросы, десятки вопросов, но для них еще не пришло время. Райлан пошел домой, и Джесси направилась наверх к девочкам, радуясь тому, что прошлой ночью ей все-таки удалось поспать без сну. Она была уверена, что сегодня ночью ей вряд ли удастся заснуть.